У нас сейчас 7 часов утра, мы по-прежнему находимся в штате Гуджарат, в 5-звездочном палаточном городке. И сейчас я вам покажу, чем Парам занимается. 7 часов утра. Тихонечко. Еще и считает. How many? Сколько? Я слышала, он на хинди считает. 25. 25. Доброе утро. Кстати, мы вот так вот и спали. Однако прохладно. Парам в шапке. Я в спортивном костюме. Артур у нас только закаленный в футболочке. И очень хорошая здесь прослушиваемость. Знаете, слышно, как соседи кашляют. Ну и не только кашляют, кстати. Ладно, не буду смущать. А Парам и не смущаться. Я думала, он сейчас начнет кричать. Не снимай, не снимай. Он, по-моему, даже рад. Йогой пойдем заниматься? Да? Йогой. Когда выходишь из номера 5-звездочного отеля, ожидаешь другой вид. Похоже на какой-то полигон. Ну, в этом-то и есть, да, вся прелесть, изюминка, что-то необычное. Артур, да, какие-то там пальмочки, цветочки, бассейн, это уже все приелось. Хочется чего-то такого. Вот так вот выходишь на дорогу, и здесь периодически курсирует транспорт различный, я уже показывала, паровозики, даже рикши, и отвозят до нужного места. Но так вообще за сутки не приходилось особо ждать. Обычно минут 5 максимум, так регулярно они здесь проезжают. Холодно. Вот уже что-то едет. Такси подано. С утра очень холодно, как, впрочем, и вечером. Резкие перепады температур. Видите, мужчина тоже в шапке сидит на завтраке. Вот, ну и, собственно, что я набрала? Такой скромный завтрак. Вот йогурт. Артур себе тост делает с джемом. Лепешки. Порота с картошкой. Упма. Упма это как манная каша, не сладкая. Ну и немножечко фруктов. Гуава. И что это такое? По-моему, дыня. Нормально? На десерт Артур сказал сахар. Мы увидели сахар. Ну, тосты тоже. Тосты это что же как десерт. Так, и вот еще Парам принес напитки. Арбузный сок Артур пробует. И еще какой-то сок. Сейчас Артур оценит. Продегустирует. Ну, что? Лимонный? Лимонад. Окей, приятного аппетита. Давайте еще с вами посмотрим, чем нас здесь порадуют местные умельцы. Это все изделие из глины, сделано своими руками, ручная работа. И вот я думаю, мы сейчас что-то здесь купим на память. Вот это тава для того, чтобы лепешки готовить. Здесь, но это надо с другой стороны показать вам украшения деревянные. Сережки, украшения на шею, свистульки. Артур уже себе присмотрел. Артур, да? Выбрал себе свистульку? Покажи. Угу. Тебе она нужна? Очень? Туда водичку наливаешь? Не очень, но пусть, да. Но пусть папа купит. Говорит, не особо, но пусть. На память. Hi, good morning. Мы уже общались с этим мужчиной вчера, очень приятный, много нам интересного рассказал, полезной информацией поделился. Ой, не можем разойтись. Вот видите, здесь же они и изготавливают всю эту красоту. Так, друзья, в этих магазинчиках продается национальная одежда и другие изделия, украшенные уникальной зеркальной вышивкой. Вышивка называется шиша. Вот посмотрите, юбочка такая вот с зеркалами. Отпугивает нечистую силу, ну как обычно, и приносит удачу. Вот здесь вот тоже, по-моему, кофточки или юбочки. Это все ручная работа. Очень красиво и интересно смотрится. Мы когда были в Раджастане, я тоже себе, там тоже такой вышивкой украшают одежду. Не только в штате Гуджарат. И причем это
признак неблагополучия. Раньше таким вот образом украшали свои наряды бедняки, крестьяне, тогда как богатые люди, знать, носила бриллианты и блестели бриллиантами, золотом, а бедняки использовали слюду или даже крылья насекомых. Знаете, у некоторых насекомых блестят крылышки по рамкам. Идем что-то красивое покажем. Вот, видите, здесь показано это как в увеличенном размере, как эта вышивка выглядит. Примерно. Давай что-то красивое. О, а мне вот это вот очень нравится. Эти для интерьера. Тоже с такими блестками. Ресепшн тоже таким вот образом украшен. Вот я бы даже у себя в квартире такое вот повесила на стену. Вот, смотрите, как красиво смотрится. Да? Вот эти вот 4 плиточки. По-моему, классно. Довольно-таки стильно. Сейчас я спрошу, сколько стоит. Значит, друзья, одна такая плитка стоит 800 рупий. А часы тоже, вот обратите внимание, какие красивые. Вот и вот. По 1700. Это не просто сувенир из другого штата, но действительно красивая, стильная вещь. И вот. Но мне от души нравится. Не то, что я тут для видео стараюсь, а я действительно считаю, что это красиво смотрится. Или вот, посмотрите, какая аутентичная картина. Здесь как солнышко. Или вот еще одежда. Натуральная ткань, красивая вышивка. Такие вот блузочки здесь продаются для детей. Но мы ничего покупать не будем. Окей, вот еще покажи. Around how much? 1,500. Около 1000-1500. Вот эти вот туники. Так, ну все, мои дорогие зрители, мы уже выселяемся из этого отеля. Парамкам. Я want познакомить наших зрителей с Сурешбаем. Вы посмотрите, какой высокий парень. Сколько он? 199 метр. 1 метр 99, near 2 meters, Да. около 2 метров. Давайте Парам stand near, чтобы вы почувствовали разницу. Парам, кстати, для индийцев тоже считается довольно-таки высокий. Из Раджастана парень. То есть Парам считается высоким. Здесь много, в основном индийцев даже меньше ростом. И насколько высокий парень. Покажи меня рядом с этим мужчиной. Like this. आप ऐसा घुमा हाँ yes. Bye. Скромный. Ну, наверное, я уже видела много других туристов, тоже фотографировали с ним. Действительно, он удивляет. Но скромничает. Мы пересели в такси, сейчас водитель везет нас на новую локацию. Вот я еду, смотрю в окно и всю дорогу наблюдаю такую вот картину и думаю, неужели Амитаб Баччан считает, что если бы я не увидела эти вот поля с колючками, я бы зря прожила свою жизнь. Как ты считаешь, Артур? Ну, нравится тебе такая картина? Ради этого стоило жить, вообще сюда приехать 1000 километров? Нет, Проехать на поезде. в Гоа. А тут еще халатовка такая. Лучше в Гоа. Парам. Артур говорит, что лучше бы мы в Гоа поехали. Сейчас бы плавали в море, смотрели бы на пальмочки, а не на вот это вот. Артур говорит. Ели бы сосиски. Да, ели, а тут даже яиц нет, не то что сосисок. Здесь вегетарианское меню. Знаете, и напоминает мне, что я сегодня утром проснулась, думаю, что мне это все напоминает? Египет. В Египте точно такой же климат. Я помню, мы когда прилетали зимой, по вечерам надевали свои куртки, зимние пуховики. А днем солнышко пригревает и уже так тепленько, жарко. А в море плавать прохладно. Что тут за гудение?
Вы мне мешаете, вы мне доставляете кричать. Верблюдики периодически, как вот у нас в Матаране коровки у дороги переходят или пасутся на лужайках, а здесь верблюдики. Даже колючек нет. How beautiful place. No No, very animal trees. stupid. See, no water. Go This is better. human Kazakhstan. This means one So- side here. See how this. Very, very Посмотри, посмотри, говорит, как тут красиво. Нет ни одного дерева, ни одного дерева. Посмотри, Артур. See the truck. Ну так и в чем? В чем прикол, да? Nata, show this truck. See how this. When this truck run, how this mud comes all side. Как пыль поднимает, да, да, ради этого стоило приехать сюда. У нас в Мумбаи мало пыли, песчаные бури посмотреть. О, боже. Итак, мои дорогие зрители, мы приехали на новую точку. Новая локация. Мы сейчас находимся на самой высокой точке в Качи, во всем этом районе. Отсюда видно границу с Пакистаном. Сейчас мы все увидим, все красоты. Парам и Артур берут в аренду бинокль у этого парня. Такой вот здесь бизнес распространен. Будем сейчас любоваться красотами. Можно будет увидеть границу с Пакистаном. Также можно будет увидеть соляные пустыни. Ну и много чего еще. Окей, спасибо. Калу-Дунгар называется это место. Или Черный холм по-другому. Кроме прекрасных видов, можно еще посетить древний храм, 400-летний храм Даттатрея. Так вот, легенда гласит, что этот Даттатрея, забравшись на этот холм, повстречался с шакалами и предложил шакалам свое тело. И вот до сих пор жители местные кормят шакалов. Ну и мне во всей этой истории, знаете, что больше всего понравилось? Что здесь водятся шакалы. И есть шанс с ними повстречаться. 461 метр над уровнем моря мы находимся. О, также посмотрите, что здесь продают. Мы уже купили по дороге. I have, thank you. Very tasty, да. Ягоды вкусные. Ну, вкусные такие, на тёрен похожи. Тёпкие. Также можно послушать уличных музыкантов, которые играют на инструментах местных. Ну, как в Раджастане. Качи дресс, говорит. Национальная одежда этого района. О, супер. Можно сфотографироваться в национальном костюме. Пристают здесь, да, очень сильно пристают. Тут вчера, когда мы ездили на соляную пещеру, подожди, в соляную пустыню, никто не приставал. Это, кстати, мне понравилось. Я думаю, о, классно здесь. Ну, не очень это приятно, когда прям так в наглую упрашивают, уговаривают. Окей, we think. Хорошо, мы подумаем. Давайте, я хочу вид показать сейчас. I want to see view. А здесь очень, ну, прям в наглую приставали. Ой, боже мой, какая красота, девочки, мальчики, действительно классно. Где Пакистан? This is Pakistan. Сейчас я вам покажу на карте, где мы находимся. Надеюсь, видно, This не is отсвечивает. Pakistan line. Вот это граница с Пакистаном. Вот эта синяя точка, это, собственно, где мы находимся сейчас. Вот море. Ну и сейчас я вам покажу, боже мой, ну они не отстают. Ну, ребята, вы же видите, что я видео снимаю. Очень навязчиво они себя ведут. Может, действительно это интересно, может, мы и захотим, но попозже как-то. Окей. А все еще здесь. Окей, I will think. Я подумаю об этом. Это у нас прокатывает. Я так обычно говорила. Когда намерюсь, ну, у нас, я имею в виду, в Харькове, я попозже подумаю, дайте мне время подумать. А здесь нет, здесь они не понимают, что это значит. Что мне нужно время подумать.
переспать с этой мыслью. Слушайте, такой прекрасный пляж, такая широкая береговая линия, но никто там не купается, вообще даже никто не ходит, даже вообще туда никто не спускается, так как это приграничная зона, и обычным гражданским людям туда вход запрещен. Но, может быть, со временем что-то изменится. Вот, и еще вот, ну, сейчас мужчина показывает примерно в ту сторону, где находится самая крайняя индийская деревня, а дальше уже Пакистан. Видите, все здесь фотографируются на память в этих платках. Единственное, что огорчает очень сильно, так это наличие мусора. На соляной пустыне, кстати, было очень чисто, приятно, удивили. Чистота, и никто не пристает. А здесь уже вот, как и везде по Индии. Жалко, что у меня нет зума на камере, но вот с помощью бинокля, конечно, можно было рассмотреть многие моменты, многие нюансы. Ну, даже деревню увидеть, домики, которые очень далеко, там на третьем холме, получается. Первый, второй, третий холм, там эта деревня находится. Боже мой, он как какое-то существо. Как динозавр. Боже мой, а чего он так? Какой-то грустный. Даже не целься на нас, не плюй. Нет, не надо, пусть отдыхает. Ой, как он прям как будто бы огрызается. No, thank you. Он не хочет. He don't want. Убегают. Не хотят, чтобы я снимала на видео, представляете? Вот, видите, прячутся. И водитель наш Аламбай говорит, не надо снимать видео, это опасно. Это приграничная, получается, деревня. Мы видели эту деревню... О, этот мальчик радостно машет ручкой. С холма, а сейчас вот проезжаем ее. Получается, самая крайняя индийская деревня на границе с Пакистаном. Здесь в основном проживают мусульмане. И индуисты тоже, но больше мусульман. Ну и почему-то, говорит, здесь запрещено снимать. Я хотела выйти, посмотреть быт, ну, поснимать, естественно, на видео. Он говорит, нет, вот так только осторожно, можешь с машины тихонечко, чтобы никто особо не заметил. Ну, а тебя все заметили. Ну, меня заметили, но как кто-то с радостью, да? Rajasthan, this road go to Rajasthan. Очень интересное место мы сейчас проезжаем. Остановились специально поснимать. Вот видите, дорога, а с двух сторон вода. Я потом и с другой стороны тоже покажу. Знаете, такое впечатление, как будто бы это замерзшая река или замерзшее озеро. И вот пришла весна и все тает, и кое-где только снежок. Но на самом деле это совсем не снежок, а это соль, настоящая соль. Парам уже проверил. Я шучу. Но на самом деле интересно, необычно, как она блестит на солнце. С этой стороны тоже то же самое. Кругом вода. Вот, друзья, и с той стороны Пакистан находится. И с этой стороны вода. Кажется, что сейчас пингвины здесь будут пробегать. Вот посмотрите, друзья, мама и мама ссорятся из-за денег. Потому что предыдущий отель стоил 27 тысяч и очень-очень плохой. Там как в полигоне, только пустыня и колючки. Даже нет бассейна. А этот отель стоит только 3000 и очень-очень хороший. Там даже чайника нет. И уже молчу о бассейне. Хочу вам рассказать, мои дорогие зрители, как мы с Парамом... Ну, хотя Парам не считает, что мы лоханулись, он считает, что все хорошо, что все правильно. Он получил максимум удовольствия, ну а мне реально денег жалко.
Значит, в предыдущем отеле мы потратили 27 тысяч в пятизвездочном палаточном городке. Ну за что? За что? Скажите мне, 27 тысяч за ночевать одну ночь. И вот мы сейчас заселились в отель, ну тоже как бы в этой же местности, за 3000. Здесь и бассейн есть, здесь ну, красиво, травка растет, пальмочки растут. Кондиционер в номере. Ну, я вам уже завтра покажу, все сделаю обзор, потому что сейчас уже темно, и ну, вы не сможете все понять. Ну, нормально, небо и земля, и всего за 3000. Вы представляете, какая разница? И завтрак сюда тоже включен. Парам, what do you want to say? Что ты хочешь сказать свое оправдание? Он говорит, я не хочу вообще. Я говорю, отстань, говорит, ты ничего не понимаешь. Говорит, ты не понимаешь. Ну, вот как вы считаете? Ну, то, что он считает, что такого мы, в таком месте мы еще никогда не жили, и да, это не жалко потратить 27 тысяч. Уверена, что вы сейчас в комментариях уже написали, мол, Наташа, какая ты жадная. Друзья, я не жадная, я рациональная и не люблю выбрасывать деньги на ветер, они мне с неба не падают. И можно было бы просто как экскурсию взять, посмотреть эту соляную пустыню, покататься на верблюдах или еще. Вот, но не тратить 27 тысяч, чтобы провести ночь в этом палаточном городке. Ну ладно, уже, знаете, надо отпустить это, расслабиться. Действительно, мы сейчас на отдыхе, надо отдыхать. Вот, ну все, мои дорогие зрители, до завтра. Завтра я вам сниму, сделаю обзор этого отеля и еще много чего интересного покажу. Еще будем посещать места, достойные вашего внимания. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.